Lunch Lady — это кооперативный хоррор, в котором группа студентов отправляется в ночную школу с единственной целью — украсть ответы на предстоящий экзамен. Однако их планы быстро превращаются в настоящий кошмар, когда злобная повариха начинает охоту на незваных гостей. Несмотря на простую на первый взгляд концепцию, эта игра таит в себе множество тайн, намеков и деталей, которые при внимательном изучении могут раскрыть гораздо более мрачную картину происходящего. Первый уровень айсберга охватывает основные аспекты игры, ее сюжет, механики, карты и персонажей. Это отправная точка для дальнейшего погружения в мистический и пугающий мир Lunch Lady. Первый уровень – Поднебесье. Сюжет и концепция игры. На первый взгляд сюжет Lunch Lady довольно прост. Игроки играют за студентов, которые пробираются в школу ночью, чтобы украсть ответы на экзамен. Однако на их пути встает зловещая Lunch Lady. Это главный антагонист игры. Она выглядит как искаженная и ужасающая версия обычной школьной поварихи. Огромная, с раздувшейся кожей, испещренной венами и наростами, одетая в испачканную одежду и старое платье. У нее нет сверхъестественных способностей, она просто преследует игроков, кричит и бросает в них сковородки. Однако возникает ряд вопросов. Почему Lunch Lady находится в школе посреди ночи? Что случилось с остальными людьми? Где учителя, охрана, уборщики? Почему школы выглядят заброшенными, несмотря на то, что в них есть работающие лампы и мебель? Откуда у Lunch Lady такие способности? Ответы на эти вопросы не даются напрямую, но внимательный игрок может заметить детали, которые указывают на нечто большее, чем просто хоррор о злой поварихе. Разработчик Manic Mice. Lunch Lady создана инди-разработчиком, известным под ником Manic Mice. Manic Mice разработал несколько игр, но именно Lunch Lady стала самой известной. Это порождает интересный вопрос. Почему именно этот проект получил такую популярность? Возможно, дело в его необычной атмосфере, скрытых деталях и таинственном антураже, локации и карты. Lunch Lady предлагает несколько карт, представляющих собой различные школы и учебные заведения. На большинстве из них царит жуткая атмосфера, тусклый свет, темные коридоры, пустые кабинеты. Однако 3 карты выделяются среди остальных и поднимают еще больше вопросов. Manic University. Большинство карт представляют собой обычные школы, но Manic Университет выбивается из этого ряда. Это университет, а не старшая школа. Почему именно это место оказалось в числе карт? Может быть, Lunch Lady не ограничивается одной школой, а ее влияние распространяется на все учебные заведения? Или же университет – это место, где началась эта история? Хибаши High School. Внезапно в списке карт появляется Хибаси High School, японская школа. Это может намекать на то, что феномен Lunch Lady не ограничивается одной страной. Возможно, это нечто глобальное, проклятие, которое затрагивает школы по всему миру. Nightmare High. Это, пожалуй, самая загадочная карта. Она окрашена в тревожные красные тона и выглядит как что-то из кошмара. Возможно, это отражение реального мира, а может, ученики действительно находятся в каком-то ином измерении, где правит Lunch Lady. Мы еще вернемся к этой карте в 4-м уровне айсберга. Коллекционные предметы. В игре есть коллекционные предметы, записки, которые игроки собирают. По сюжету это ответы на экзамен, но кто их написал? Почему они разбросаны по всей школе? Возможно, это не просто шпаргалки, а следы других учеников, которые пытались спастись, но так и не выбрались. Аптечки – единственный способ вернуть упавших товарищей в строй. Их можно найти в случайных местах, и они намекают, что в этих школах уже случались несчастные случаи. Персонажи. Игрокам доступны различные персонажи, каждый из которых имеет свой уникальный внешний вид. Большинство из них выглядят как обычные школьники или студенты, что соответствует сеттингу игры. Однако среди них есть 3 персонажа, чей облик выбивается из общего списка и намекает на скрытые детали сюжета.
Первый персонаж в черном костюме и очках. Этот персонаж выглядит как таинственный агент или человек в штатском. Его строгий костюм и темные очки создают впечатление, что он связан с расследованием происходящего в школе. Возможно, он агент секретной организации или журналист, который пытался выяснить правду о ланч-леди, или же он сам является частью происходящего кошмара. Второй персонаж в защитном костюме. Этот персонаж одет в белый защитный костюм, похожий на экипировку для работы с опасными материалами. Возможно, он прибыл в школу не случайно, а для устранения неизвестной угрозы. В некоторых кухнях на картах можно заметить странные наросты, напоминающие мясистые образования, которые выглядят так, будто растут прямо из стен и пола. Эти органические структуры неестественны и могут быть причиной заражения, которое привело к катастрофе. Возможно, персонаж в защитном костюме был отправлен, чтобы избавиться от этой аномалии, но оказался в ловушке, как и остальные. Третий персонаж в рабочей одежде. Этот персонаж одет в оранжевый жилет и каску, что делает его похожим на строителя или ремонтника. Но что он делает в школе посреди ночи? Если внимательно присмотреться, в школах периодически мерцает свет, а некоторые комнаты выглядят сломанными, словно там случился обвал или пожар. Это может означать, что школы находятся в процессе ремонта или восстановления после какого-то инцидента. Возможно, этот персонаж работал в школе, когда все вышло из-под контроля, или же его вызвали устранить повреждения, но он столкнулся с чем-то, что не поддается объяснению. Первый уровень айсберга Ланч-Леди – это всего лишь начало. На первый взгляд игра кажется простой кооперативной страшилкой, но при внимательном рассмотрении в ней можно найти множество деталей, которые заставляют задуматься. Почему школы заброшены, почему в них присутствуют странные объекты, а персонажи выглядят так, будто знают больше, чем говорят, что за трагедия произошла в этих стенах. И главное, что на самом деле такое ланч-леди? На эти вопросы мы постараемся ответить, спускаясь глубже по айсбергу. Второй уровень – верхушка айсберга. На этом уровне мы разберем скрытые механики и особенности геймплея ланч-леди, которые могут сильно повлиять на прохождение игры. Некоторые из них вызывают вопросы и заставляют задуматься, просто ли это элементы баланса или в них кроется нечто большее. Хэллоуинское обновление, тыквы, свечи и котлы. Одним из самых заметных обновлений в игре стало хэллоуинское обновление, после которого на картах начали появляться жуткие тыквы, свечи, черепа и котлы. Казалось бы, это просто способ добавить атмосферу ужаса в игру, но есть несколько странных деталей. Котлы напоминают те, что можно встретить в школьных кухнях, где в них что-то бурлит. Совпадение? Или же эти объекты намекают на оккультные ритуалы, связанные с ланч-леди? Свечи и черепа часто используются в магических обрядах. Может быть, это часть зловещего ритуала, поддерживающего силу ланч-леди. Эти предметы не исчезли после окончания ивента, а остались в игре, возможно, потому что они имеют более глубокий смысл. Golden Pen – легендарная сковородка. Один из самых загадочных предметов в игре – золотая сковородка Golden Pen, которая была добавлена в одном из обновлений. Она дает больше опыта за прохождение карты, но не влияет на геймплей напрямую. Но почему именно золотая? Может быть, это не просто пасхалка, а отсылка к чему-то важному. В некоторых мифах золото связывают с проклятием, и, возможно, этот предмет намекает на истинную природу ланч-леди. Вентили на сложностях Hard и Insane. На высоких уровнях сложности в школе начинают работать газовые трубы, из которых выходит ядовитый пар. Чтобы пройти карту, игрокам нужно найти вентили и перекрыть газ, но это порождает несколько вопросов. Почему газ начинает выходить только на сложных уровнях? Если это всего лишь проблема с трубами, почему их никто не ремонтирует? Может быть, это часть ловушки, созданной ланч-леди, чтобы усложнить побег. Загадка ачивок 4.20.
В игре есть достижения, связанные с числом 4-20. На первый взгляд это обычная шутка, отсылка к поп-культуре, но если взглянуть глубже, можно заметить интересные детали. В некоторых странах 4:20 утра. Это время, когда окончательно темнеет и город засыпает. В мифах и легендах встречается идея о часе теней, когда граница между мирами становится тоньше. 4:20 может означать не только время, но и код, возможно, часть более сложного зашифрованного сообщения. Может ли это быть намек на то, что школа существует в особом временном кармане, мире, где время остановилось, а ланч-леди правит вечно? Ускорение ланч-леди от количества записок. Внимательные игроки заметили, что чем больше записок они находят, тем быстрее и агрессивнее становится ланч-леди. На уровне Insane после третьей записки ланч-леди начинает издавать крик и бежать к игрокам, где бы они ни находились. На нормалу ускорение начинается после 8 записок. Это может означать, что ланч-леди каким-то образом чувствует, когда игроки приближаются к разгадке. Возможно, записки содержат не просто экзаменационные ответы, а нечто большее, что заставляет ланч-леди сходить с ума. Непредсказуемая траектория движения ланч-леди. В отличие от многих хоррор-игр, где монстры следуют логичной траектории, ланч-леди движется хаотично. Она может идти в одном направлении, затем резко развернуться. Иногда она словно знает, где находятся игроки, даже если они не издают звуков. В других случаях она бесцельно бродит по школе, создавая ощущение настоящего ИИ, а не простого скрипта. Это может быть геймплейная особенность, но что если в этом есть подтекст? Может быть, ланч-леди не просто патрулирует школу, а ищет конкретные души, которые ей нужны. Ланч-леди преследует даже мертвых. Один из самых странных моментов – ланч-леди может продолжать преследовать игроков, даже если они уже были убиты. Если она убивает игрока, то после своего жуткого крика может немедленно побежать в его сторону снова. Это может означать, что убийство не является ее конечной целью. Возможно, она нуждается в чем-то еще, например, в страхе или боли жертвы. Может быть, игроки не умирают по-настоящему, а просто застревают в бесконечном кошмаре, из которого нет выхода. Все эти элементы геймплея кажутся простыми механиками, но если сложить их вместе, можно увидеть общую картину. Ланч-леди не просто патрулирует школу, она чувствует игроков и реагирует на их прогресс. Записки могут скрывать тайны, которые нельзя раскрывать. Котлы, свечи, черепа намекают на зловещие ритуалы. Даже смерть не гарантирует спасение. Ланч-леди продолжает охоту, и это всего лишь второй уровень. Что же скрывается глубже? Третий уровень айсберга – глубина, неочевидные детали и аномалии. Если первые два уровня касались общей концепции и скрытых механик, то теперь мы опускаемся глубже, туда, где игра начинает показывать странности, не объясненные официальным лором. На этом уровне мы рассмотрим детали, которые можно обнаружить лишь при внимательном изучении. Аномальное поведение ланч-леди, загадочные локации и теории, объясняющие ее происхождение. Горящие красные глаза ланч-леди. Есть редкий момент, который можно заметить, если использовать хитрость. Если игрок умирает, но все еще может ползти, он может запереть ланч-леди в комнате, закрыв дверь перед ее лицом. Снаружи она стоит в темноте, но есть одна зловещая деталь. Ее глаза начинают светиться красным. Почему это происходит? Возможно, это просто визуальный эффект, но если рассмотреть глубже, можно заметить, что в этот момент ланч-леди ведет себя иначе. Она не кричит, не стучит по двери, а просто стоит и ждет. Ее красные глаза могут намекать на нечто большее. Например, что она не просто слепо преследует игроков, а обладает определенной осознанностью. Некоторые игроки предположили, что в этот момент ланч-леди сканирует ситуацию или пытается выйти на контакт. Это странное поведение заставляет задуматься. Возможно, она не просто чудовище, а существо, способное анализировать происходящее.
колизеи дверей, стен и труб – вид за границей реальности. Если подойти вплотную к некоторым стенам или трубам, можно заметить необычный эффект. Камера позволяет видеть сквозь них. Иногда игроки могут разглядеть даже весь уровень, словно он существует не как полноценная школа, а как декорация внутри гигантской пустоты. Этот глич не просто технический баг, он намекает на нечто большее. Школы, в которых происходят события, не являются настоящими. Они существуют в каком-то отдельном пространстве, возможно, в ловушке, созданной Ланч-Леди. Самое жуткое, если использовать коллизию в момент, когда Ланч-Леди бежит на игрока. В определенных ситуациях она может открыть дверь и остановиться, как будто не видит персонажа, находящегося слишком близко. Это снова наводит на мысль, что ее поведение программно ограничено не просто ради геймплея, а из-за самого устройства этого мира. Может быть, школы – это просто часть иллюзии, где все подчинено определенным правилам. А если выйти за границы, можно увидеть что-то еще более пугающее – неиспользуемые помещения на картах. Если исследовать уровни с помощью багов или модификаций, можно обнаружить, что на многих картах есть комнаты, в которые невозможно попасть. Эти помещения выглядят так, будто когда-то были частью игрового пространства, но затем их сделали недоступными. Иногда это открывает неожиданные детали, например, фрагменты стен, которые находятся за границами карты. Они выглядят так, словно школа не ограничивается только той территорией, где происходят события. Это может быть просто особенностью движка, но вкупе с общей атмосферой игры кажется, будто здание – это лишь часть чего-то большего, а мир за его пределами не совсем реален. Есть теория, что эти комнаты должны были использоваться для другого режима игры, который так и не был реализован. Но некоторые игроки считают иначе. Возможно, это свидетельство того, что школа – это не реальное место, а воспоминания, куски которого не всегда загружаются полностью. Ланч-Леди – это не просто страшная повариха, гоняющаяся за игроками. Ее существование окутано множеством загадок, и если рассматривать детали внимательнее, можно найти намеки на ее прошлое, природу и даже истинную цель. Разберем самые жуткие теории в подробностях. Проклятие ведьмы. Ланч-Леди пыталась стать бессмертной. Существует теория, что Ланч-Леди не всегда была монстром. Когда-то она была обычной работницей школьной столовой, но столкнулась с чем-то потусторонним. Возможно, это была старинная книга или таинственный артефакт, спрятанный где-то в подвале школы. Она могла попытаться провести ритуал, чтобы стать бессмертной или обрести власть, но что-то пошло не так. Доказательство теории. Ее тело выглядит изуродованным и мутировавшим, что похоже на последствия неудачного ритуала. Жуткие звуки, раздающиеся по школе, могут быть шепотом тех, кто проклял ее. Ее ненависть к ученикам может быть вызвана тем, что кто-то из них помешал ритуалу или стал его причиной. Возможно, Ланч-Леди до сих пор заперта в ловушке проклятия, а игроки просто оказываются на ее территории в момент, когда она вновь пытается закончить ритуал. Это объяснило бы странные звуки и жуткую атмосферу в школах. Леди Ланч – жертва неудачного эксперимента. Что если Ланч-Леди не мистическое существо, а результат научного эксперимента? Эта теория предполагает, что в одной из школ проводились тайные исследования, связанные с мутациями или биологическим оружием. Ланч-Леди могла стать их подопытной, и ее внешний вид – результат жутких опытов. Доказательства. Ее кожа выглядит так, будто она подверглась химическим ожогам или радиации. Она обладает сверхчеловеческой силой и выносливостью, что указывает на возможные мутации. Некоторые карты выглядят так, будто они давно заброшены, намекая на то, что там произошло что-то ужасное. Что если в одной из школ был лабораторный корпус, где проводились запрещенные опыты? Ланч-Леди могла быть частью эксперимента, а теперь охраняет место, где над ней издевались. Ланч-Леди – первый призрак школы.
Эта теория предполагает, что Ланч-Леди – это первый человек, который умер в этих школах, и теперь она стала их вечным стражем. Как это могло случиться? Когда-то давным-давно в одной из школ произошла трагедия. Возможно, повариха попала в страшный пожар или была убита во время бунта учеников. Ее дух не смог покинуть школу и постепенно превратился в злобное существо, охотящееся на всех, кто осмелится зайти внутрь. Доказательство. Она появляется в разных школах, как будто ее дух связан не с конкретным местом, а с самим феноменом школьного ужаса. Nightmare High – это, возможно, ее сознание, запертое в кошмаре, который она испытывает вечно. Если эта теория верна, то единственный способ остановить Ланч-Леди – это найти ее останки и провести ритуал, чтобы освободить ее душу, но пока никто не знает, где их искать. Ланч-Леди – мать исчезнувших учеников. Это одна из самых жутких теорий. Возможно, Ланч-Леди когда-то была матерью учеников, которые учились в одной из этих школ, но однажды ее дети пропали без вести, и никто не смог их найти. Обезумев от горя, она осталась в школе, пытаясь выяснить, что случилось. Как это объясняет ее поведение? Она нападает на игроков, потому что видит в них виновников исчезновения своих детей. Ее внешний вид – это результат долгих лет безумия и гнева, превративших ее в чудовище. В некоторых школах можно услышать детские голоса или видеть странные надписи на стенах, которые могут быть следами ее поисков. Самая жуткая деталь, если представить, что она все еще ищет своих детей. Может быть, Ланч-Леди не просто монстр, а мать, которая вечно блуждает в кошмаре, надеясь найти их. Ланч-Леди – последняя жертва ритуала, созданного учениками. Некоторые игроки заметили, что Ланч-Леди преследует именно студентов, но игнорирует окружающий мир. Это может быть связано с тем, что именно ученики когда-то провели темный ритуал, вызвавший ее превращение. Как это могло произойти? Группа школьников решила вызвать духа ради развлечения, но случайно привязала к проклятию ни в чем не повинную повариху. Ланч-Леди стала не просто монстром, а существом, которое теперь вынуждено преследовать учеников снова и снова. Это объясняет, почему ее нельзя остановить. Она связана с проклятием, которое действует до тех пор, пока не будет разрушено. Возможно, в школе все еще спрятаны улики, подтверждающие эту теорию, старые книги, надписи на стенах, а может быть даже заброшенный алтарь в одном из подвалов. Красная и японская школы, их тайна. Хибаши High School – одна из самых странных карт в игре. Почему среди всех западных школ вдруг появляется японская? Это намекает на то, что проклятие Ланч-Леди не ограничено одной страной. Возможно, это глобальное явление, охватывающее разные части мира. Еще более странная карта – Nightmare High. Она окрашена в тревожные красные тона и выглядит так, будто существует в другом измерении. Есть теория, что это отражение страха учеников. Если другие школы более реалистичны, то Nightmare High – это место, где правит ужас в чистом виде. Почему игроки попадают туда? Может быть, это конечный пункт всех, кто не смог сбежать? Или же это место показывает, что произойдет с реальностью, если Ланч-Леди окончательно завладеет ею? Manic University. Истоки кошмара. Среди всех карт одна выделяется особенно. Manic University. В отличие от других школ, это уже не просто учебное заведение, а полноценный университет. Почему он здесь? Возможно, это место, где началась вся история. Университет мог быть первым местом, где произошло пробуждение Ланч-Леди. Может быть, здесь проводились исследования или ритуалы, которые дали ей силу. Еще одна теория – студенты из университетов когда-то изучали этот феномен и пытались понять, что на самом деле происходит. Возможно, именно в этих стенах нашли первые записи о странных исчезновениях в школах, но все, кто пытался раскрыть правду, пропали бесследно. На третьем уровне айсберга мы видим, что Ланч-Леди – это не просто бездумный монстр, а нечто гораздо более сложное.
Ее мир – это не обычные школы, а ловушки, существующие по своим правилам. Почему ее глаза светятся красным? Что находится в закрытых комнатах? Какое проклятие превратило Ланч-Леди в чудовище? Ответы на эти вопросы ускользают, но ясно одно – мы еще не дошли до самого дна айсберга. Глубокий лор и теории, погружение в 4-й уровень айсберга. Чем дальше мы углубляемся в тайны Ланч-Леди, тем больше понимаем, что эта игра не просто хоррор про школьную повариху. Детали окружения, странные аномалии и намеки на потусторонние силы дают понять, что здесь кроется нечто гораздо более зловещее. Слизь и мясистые наросты на кухне – знак мутации или порождения зла. Один из самых тревожных элементов окружения – это странная зеленая слизь и красные мясистые наросты, которые появляются на кухне во всех школах. На первый взгляд они выглядят просто как пугающий визуальный эффект, но если рассмотреть их глубже, становится очевидно, что они несут важный смысл. Почему эта слизь есть только в некоторых школах? Почему она распространяется именно на кухне? Есть несколько возможных объяснений. Последствия эксперимента. В некоторых заброшенных школах могли проводиться тайные исследования. Возможно, это была попытка создать пищевой продукт, обладающий особыми свойствами. Что если Ланч-Леди была участницей этого эксперимента, но что-то пошло не так? Слизь и наросты – это результат утечки вещества, которое мутировало и стало частью школы. Живое вещество, порожденное кошмаром. В некоторых культурах встречаются мифы о сущностях, рождающихся из страха. Что если школы в игре стали местом скопления негативной энергии, а слизь и мясные наросты – физическое проявление этого ужаса? Они растут, потому что Ланч-Леди подпитывает их своим присутствием. Нечто, что связано с самой Ланч-Леди. Если Ланч-Леди – результат оккультного ритуала или жертва проклятия, возможно, эта слизь является побочным эффектом ее существования. В местах, где она проводит больше всего времени, ее присутствие буквально разъедает реальность, порождая жуткие органические структуры. Значит ли это, что слизь может распространяться дальше? Возможно, если никто не остановит Ланч-Леди, она поглотит всю школу. Почему мы не можем покинуть школу? В игре игроки оказываются в школе ночью, но единственный выход для них – найти все ответы на экзамены. Почему они не могут просто сбежать через окно или дверь? Пространственная аномалия. Школы в Ланч-Леди могут находиться не в обычном мире. Возможно, они являются частью кошмара, где время остановилось. Единственный способ выбраться – это выполнить определенные условия, а именно собрать записки. Ланч-Леди управляет этим местом. Что если школа – это ее территория, и она контролирует границы этого мира? Она не позволяет никому уйти, пока ее правила не будут соблюдены. Возможно, ее сила простирается за пределы физического пространства, и сбежать просто невозможно. Школы – это ловушки для жертв. Что если школа – это механизм, созданный для охоты? Игроки не первые, кто попал в нее, и, скорее всего, не последние. Каждый, кто сюда заходит, становится частью зловещего эксперимента или обряда. Эта теория подтверждается тем, что двери и окна выглядят так, словно их просто невозможно открыть, как будто игроки не в реальном мире, а в пространстве, созданном для их испытания. Экзамены – это ловушка. Главная цель игры – найти ответы на экзамен. Но что, если это только иллюзия? Школа использует экзамены, чтобы заманить жертв. Кто-то должен был оставить эти записки. Возможно, они служат приманкой для студентов, чтобы заманивать их внутрь. Записки разбросаны по всему зданию, заставляя игроков исследовать каждый угол, тем самым увеличивая шансы на встречу с Ланч-Леди. Ответы на экзамены – часть ритуала. Если Ланч-Леди связана с оккультными практиками, возможно, записки имеют магическое значение. Их сбор – это часть ритуала, который активирует ее силу или заставляет ее выходить на охоту. Есть теория, что Ланч-Леди не просто убивает студентов, а защищает что-то.
Возможно, знания, записанные в этих листах, содержат правду, которую никто не должен узнать. Таким образом, цель игры переворачивается. Игроки думают, что спасутся, если найдут записки, но на самом деле их сбор только приближает катастрофу. Ланч-леди управляет школой. На протяжении всей игры никто не приходит, чтобы помочь игрокам. Школа принадлежит Ланч-леди. Она не просто монстр, а хранитель. Если школы – это аномальные зоны, Ланч-леди может быть существом, которое их охраняет. Ее работа – не допустить, чтобы кто-то покинул их с секретами. Все остальные исчезли. Если школа когда-то была нормальной, куда делись учителя, охрана и ученики? Возможно, Ланч-леди поглотила их всех, и теперь они существуют лишь в виде призрачных теней. Ее присутствие – знак катастрофы. Ланч-леди могла появиться после трагедии. Может, школа была закрыта из-за страшного инцидента, но теперь она вернулась, чтобы отомстить. Часы всегда показывают 10 часов. Что это значит? Это одна из самых тревожных деталей игры. Почему часы застыли на одном времени? 10:00 – это момент катастрофы. Возможно, в 10 вечера произошло нечто ужасное – авария, пожар, убийство или оккультный ритуал. С тех пор время в школе остановилось. В мифологии встречается идея часа теней, когда миры пересекаются. Возможно, именно в 10 часов вечера школа перестает быть обычным местом и превращается в ловушку. Может быть, это сигнал. Если ты в школе после 10 часов, тебе уже не выбраться. Что скрывается в глубине? Ланч-леди – это не просто хоррор про бегство от монстра. Здесь скрывается гораздо больше. Школы – это аномальные ловушки, из которых нельзя сбежать. Ланч-леди может быть призраком, мутантом или оккультным существом. Экзамены, записки и слизь – это часть ее власти. Часы застыли в момент катастрофы. Если эти теории верны, то Ланч-леди не просто игра о побеге. Это история о застрявших душах, жутких экспериментах и месте, которое больше никогда не будет обычной школой. Что же скрывается в самом низу айсберга? 5-й уровень айсберга – темные воды. Чем глубже мы погружаемся в тайны Ланч-леди, тем сильнее ощущение, что это не просто игра, а нечто большее. Здесь, на дне айсберга, исчезает грань между реальностью и кошмаром, и каждая теория становится все мрачнее. Мы больше не говорим о простых странностях. Теперь мы рассматриваем возможность того, что школа, Ланч-леди и сам мир, в котором происходят события, существуют по своим собственным извращенным правилам. Что если никто никогда не покидал эту школу? Что если записки – это не ответы на экзамен, а последние слова тех, кто застрял здесь до нас? Что если каждое найденное нами свидетельство – это чей-то крик о помощи, который никто никогда не услышит? Бесконечная ночь. Мы застряли в петле. Одна из самых зловещих деталей игры – это тот факт, что всегда ночь, вне зависимости от карты, времени суток или даже того, сколько времени игроки проводят в школе, темнота не уходит. Это уже не просто особенность хоррора, а намек на что-то большее. Что если ночь в школе Ланч-леди никогда не заканчивается? Есть теория, что игроки застряли в временной петле, где события повторяются снова и снова. Каждый раз, когда они начинают новую игру, это не другая попытка, это тот же самый кошмар, разыгрывающийся по новому кругу. Если эта теория верна, то Ланч-леди не просто монстр, она страж этой временной ловушки. Ее цель – не дать никому покинуть это место, потому что выхода не существует. Может быть, игроки уже были здесь сотни раз, но каждый раз, когда они думают, что сбежали, все начинается сначала. Записки снова разбросаны по школе, ключи снова спрятаны, Ланч-леди снова выходит на охоту, и никто не помнит предыдущие попытки, кроме нее. Цель Ланч-леди – просто убивать или поддерживать существование школы.
Существует версия, что ланч-леди – это не просто охотник, а нечто, что удерживает школу в этом кошмаре. Она может быть не монстром, а стражем, следящим за тем, чтобы никто не разрушил установленный порядок. И если школы в игре – это своеобразная тюрьма, то ланч-леди – надзиратель. Она не дает игрокам выйти за границы и убирает всех, кто нарушает правила. Это объясняет, почему в школах нет никого, кроме нее и игроков. Учителя, охранники, уборщики – все исчезли. Возможно, они тоже пытались покинуть это место и были поглощены школой. Ланч-леди поддерживает этот мир, словно механизм, который не может быть отключен. Возможно, ее существование – это часть какого-то древнего ритуала, который нельзя прервать, иначе школа просто исчезнет вместе со всеми, кто в ней застрял. Записки – это не ответы на экзамен. Вся игра построена на том, что игроки должны собирать 10 записок, якобы содержащих ответы на экзамен. Они разбросаны по всей школе – на партах, скамейках, в душевых. Но есть одна странность. На этих тетрадях нет ни одной надписи. Они просто синие. Если это действительно ответы на экзамен, почему они выглядят пустыми? Есть теория, что записки – это вовсе не шпаргалки, а совсем другие объекты, которые по какой-то причине стали важными. Записки могли принадлежать тем, кто пришел сюда до нас. Что, если они использовались не как ответы, а как способ зафиксировать реальность? Возможно, школа существует в искаженном времени, и эти записи – единственное, что может связать происходящее с чем-то реальным. Но почему тогда они пустые? Самая жуткая теория – кто-то уже забрал все, что было в них написано. Может быть, там действительно была информация, но ланч-леди или сам мир школы стерли ее, чтобы никто не смог узнать правду. Если так, то записки – это не ключ к побегу, а лишь еще один символ бесконечного кошмара. Игроки собирают их, думая, что это ведет к спасению. Но, возможно, они просто выполняют очередной цикл ритуала, который никогда не кончается. Школа – это вымысел, и все происходит в бреду. Что, если ни школы, ни ланч-леди не существуют в реальности? Есть теория, что все происходящее – это коллективный кошмар, который переживают люди, связанные одной трагедией. Каждый игрок – это потерянная душа, застрявшая в этом месте. Возможно, все они жертвы одной и той же трагедии, повторяющейся снова и снова. Они не могут вспомнить, как попали сюда, потому что их сознание просто не допускает этого. Ланч-леди в таком случае – это их персональный страх, воплощенный в образе, который они могут понять. Она символизирует нечто страшное, что произошло с ними в реальном мире. Но есть ли способ проснуться? Различия между картами – это разные версии реальности. Почему карты такие разные? Некоторые выглядят относительно реалистично, другие – словно искаженные версии школы из другого мира. Есть теория, что карты представляют собой разные слои одной и той же реальности. Круксвилл и Хиггинс – это обычные школы, почти нормальные. Маник Юниверсити намекает на начало кошмара. Хибаши Хай Скул указывает на то, что все это не ограничивается одной страной. Nightmare High – это уже полный выход за границы реальности, чистый кошмар, где логика не действует. Что если игроки путешествуют по этим мирам, даже не осознавая этого? Существуют ли выжившие? В каждой игре у игроков есть шанс сбежать, если они соберут все 10 записок и доберутся до выхода. Они убегают, дверь за ними захлопывается и... все. Экран темнеет, мы никогда не видим, что происходит дальше. Но если подумать глубже, существуют ли те, кто действительно сбежал? Почему никто не оставил записок с предупреждениями? Почему мы не находим следов тех, кто выжил раньше? В школах нет дневников, не осталось ни одного имени, ни одной зацепки. Никто не пишет на стенах «не идите туда», никто не пытается сломать двери или вырваться наружу. В этой школе будто никогда не было ни одной личности, кроме тех, кто пришел сюда в этот самый момент. Если кто-то действительно сбежал, куда он делся?
Могильные холмы, порталы или предупреждения. На некоторых картах можно заметить странные могильные холмы с крестами, иногда украшенные тыквами. На первый взгляд кажется, что это просто часть антуража, мрачные детали, добавленные для атмосферы. Но если подумать глубже, эти могилы слишком подозрительны. Кто здесь похоронен? Школы в Ланч-Лейди выглядят покинутыми, но нигде не говорится, что здесь никто не умирал. Может быть, холмы – это захоронение предыдущих жертв, тех, кто пытался сбежать, но не смог. В таком случае эти кресты – предупреждение для новых игроков. Здесь нет спасения, вы станете следующими. Но есть и другая теория, более зловещая. Что если это порталы? Если школы – это ловушки, созданные для охоты, то могилы могут быть единственными слабыми местами в этом мире. Местами, где граница между реальностью и кошмаром становится тоньше. Возможно, если копнуть глубже, можно найти туннели или проходы, ведущие за пределы школы. Но если так, почему никто еще не сбежал через них? Возможно, Ланч-Лейди знает об этих порталах и оберегает их. Она следит за ними, не позволяя никому приблизиться. Может быть, она даже использует эти могилы, чтобы приносить жертв. Кто знает, что скрывается под слоем земли? А может быть, холмы – это вовсе не могилы? Что, если это места, откуда кто-то уже пытался выбраться, и игроки всегда считают, что выход – это двери школы? Но что, если это не так? Что, если настоящий выход – это спуститься вниз? 10 часов, 10 записок, ритуал или случайность? Часы в игре всегда показывают 10 часов. Игрокам нужно собрать 10 записок. Совпадение. Число 10 имеет сильную символику в оккультных практиках. Оно часто используется в ритуалах завершения, обозначая окончание одного цикла и начало другого. Если принять эту логику, то сбор 10 записок может быть не просто механикой, а частью ритуала, который повторяется снова и снова. Но что делает этот ритуал? Некоторые считают, что записки – это не ответы на экзамен, а фрагменты чьей-то истории. Может быть, эти листы бумаги содержат части одного проклятия. Каждый раз, когда кто-то их собирает, он замыкает круг, позволяя кошмару начаться снова. Но есть и другой вариант. Может быть, 10 записок – это не конец, а шанс на освобождение. Что, если, собрав их все, игрок получает возможность выбраться? И тогда возникает следующий вопрос. Если кто-то уже собирал их раньше, почему кошмар продолжается? Может быть, каждый раз, когда игроки собирают 10 записок и сбегают, они запускают новый цикл. Они не освобождаются, они просто становятся следующими наблюдателями, теми, кто должен следить за школой и ждать новых жертв. Может быть, после побега они становятся частью школы. Может быть, они становятся Ланч-Леди. Смерть с косой, встреча с неизбежным. На карте Nightmare High можно увидеть жуткую фигуру, силуэт смерти с косой. Он стоит неподвижно за пределами карты, у входа в школу, словно наблюдая за происходящим. Но самое страшное, если игроки сбегают из школы, они бегут прямо к нему. На протяжении всей игры кажется, что выход – это спасение. Но если это ловушка, если выход из школы – это не спасение, а настоящий конец. Если принять эту теорию, то становится ясно – никто не уходит живым. Игроки думают, что они спасаются, но на самом деле они просто бегут в новую фазу кошмара. Возможно, школа – это чистилище, место, где души застревают перед переходом в иной мир. Ланч-Леди – это не просто монстр, а нечто вроде стража, который гонит их к финалу. Но если так, то что тогда значит сам экзамен? Может быть, этот тест – это не проверка знаний, а испытание души. Игроки считают, что они спасаются, если находят 10 записок, но на самом деле они просто выполняют условия. И когда они сбегают, они сдают свой финальный экзамен. Они встречают того, кто ждал их все это время. Заключение – последний вопрос. Можно ли выбраться? Весь путь по айсбергу Ланч-Леди привел нас к этому моменту.
Теперь становится ясно, что школа – это не просто место, это ловушка, это кошмар. Это бесконечный цикл, в котором никто не побеждает. Выиграть в игре – это еще не значит спастись. Побег – это иллюзия. Даже если игроки находят выход, они бегут не от кошмара, а в его новую фазу. Ланч Леди не просто монстр, она механизм, поддерживающий этот мир. Она преследует игроков, но никогда не уничтожает их полностью. Она всегда дает им шанс сбежать, только для того, чтобы они вернулись снова. А что, если вы уже были здесь раньше? Что, если каждый раз, когда вы запускаете новую игру, вы просто возвращаетесь туда, где все уже когда-то начиналось? Что, если никто никогда не выбирался? Что, если все, кто когда-либо играл в Ланч Леди, все еще там? Что, если после очередного побега вы больше никогда не проснетесь?